Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Игорь Мосичук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую, дорогие зрители. Игорь Владимирович, знаете, конечно, все внимание на Генассамблею, встречи проводит Зеленский, он это анонсировал, это выход в люди, которые он, собственно, обозначил еще там в конце прошлой недели, говорит, будет много встреч, вот, заключение мира и так далее. Но начать я предлагаю все-таки с ситуации той, что на земле, то, что реально беспокоит. Значит, Безуглая выходит и говорит: слушайте, а наступление в Днепропетровской области никто не остановил. Ну и правда, Дипстейт публикует очередное продвижение. В общем-то, идут себе и идут. Да, медленно, все как и положено. Разрывает украинские паблики, те, которые заточены на поддержание градуса пропаганды о том, что вот смотрите, целый Рогозин вышел и сказал тупик на фронте. Но какой-то такой отрицательный тупик мы наблюдаем. И кажется, что удары дронами по Москве, ну, казалось бы, да, вот Ющенко недавно выходил, говорил, надо идти на Москву. Ну, вот и полетели дроны на Москву, как-то не сыграли какой-то роли для Генассамблеи, картинки какой-то не предоставили. Но другое дело, конечно, визги, вопли и загадка, что ж там за дроны летают над Европой. Как вы видите вот этот антураж Генассамблеи через призму реальности, а не вот этих словес или политической моды, или каких-то противостояний? Насколько вообще Украина, тема, да, для международного сообщества, и то, что происходит у нас, действительно волнует мир? Александр, во-первых, надо сказать прямо, что события, связанные с признанием Палестины, события, связанные фактически с атакой через это признание, атакой глобалистов на Трампа и на европейскую христианскую цивилизацию, это я так без преувеличений, они, естественно, затмили, абсолютно затмили происходящее в Украине. Зеленский ударами по Москве добивался одного – не остановки фронта в Днепропетровской области, потому что это никак не поможет, а картинки, которая привлечет внимание, и картинки, которая сорвет любые попытки войти в мирный трек на полях Генассамблеи. Я думаю, он этого достиг, потому что то, что мы видим с российских пабликов, с российских этих самых, говорит о том, что не только для Зеленского, а и для Путина на сегодня мирный трек, как минимум отложен. Я сейчас скажу вещь, которую, еще никто не говорил, но уже, я думаю, о ней многие знают, догадываются. То есть это, значит, со следующего понедельника сворачивает работу масса информационных проектов в Украине, в соцсетях и так далее, которые были нацелены на проведение выборов. В первую очередь это проекты, связанные так или иначе с представителями власти, зеленой власти, да, то есть или партии зеленой ихней. Людей уже предупредили, которые работали, что проекты останавливаются. И останавливаются они в связи с тем, что выборы точно не состоятся ни осенью, ни весной. Громкое заявление. Да, то есть они разгоняли историю о выборах. Мы с вами говорили об этом не раз, что поднимали градус, давали
возможность политическим оппонентам разворачиваться, создавать там, ну, расставлять людей, палить людей, да, которые где-то что-то, палить себя, палить информационные там свои возможности, все, а потом сворачивали. И это уже не первый раз. Это был самый такой, ну, громкий, потому что зеленые начали разворачивать свою информационную структуру, это увидели в других штабах, ну и побежали тоже делать. Я бы этого не говорил, если бы не получил с двух разных источников, не взаимосвязанных, информацию о закрытии их проектов. Как по мне, это прямой показатель того, что ни кровавая осень, невозможно черная зима, ни продвижение на Днепр, ни обстрелы Запорожья, Днепра, которых еще эти города не видели с момента начала, да, большой войны. Ничего это останавливать не планируется. Не со стороны Зеленского, то есть самосохранение тут никого не интересует в виде государства и народа, не со стороны Путина. Ну, как бы история Путина мне вообще как бы, ну, это ихняя проблема, понимаете? Тут бы со своей, ну, как-то разобраться. Естественно, в интересах украинского народа, украинского государства остановить войну, потому что война идет на уничтожение и страны, и народа. И вот эти вот глашатаи создания афроукраинцев или азиато-украинцев, которые бегают там по помойкам информационным банковой, или которые там как Кулеба глаголят, да, это все, предрекая, они фактически прокладывают дорогу плану этой всей публики, ну, не только там Зеленскую и зеленых гнид, они, в принципе, проводники плана других людей, тех, которые сейчас пытаются уничтожить Израиль как оплот европейской христианской, ну, цивилизации. Приблизительно то же самое происходит с Украиной. Мы уже с вами говорили, что самая большая по количеству храмов разных конфессий страна в мире, ну, православная, фактически уничтожается вера православная, уничтожается народ, уничтожается историческая память. Такое впечатление, вот я слежу за этими новоявленными историками, да, которых там напечатали глобалисты, ну, в прямом смысле, как под кальку, да. Вот такое впечатление, что в некоторых, в лучшем случае, история от Грушевского начинается, ну, цитат, а вообще желательно с 91-го года. Вот. И, естественно, вот это все, что происходит, оно затенено этим черным лебедем Палестины, да, и, естественно, ну, для нас это очень плохо, потому что когда это на виду, это хотя бы можно как-то регулировать какие-то моменты, какие-то вопросы, и нас фактически оставили один на один с этой всей публикой. Погодите, давайте тогда вот предметно. Значит, Зеленский же недавно говорил, у меня есть два варианта. План А – это заканчивать войну. Никакого плана А у него нет. Заканчивать войну до конца года. План Б – это 120 миллиардов. Сегодня выходит Роксолана Педласа с постом и говорит, ёлки-палки, не хватает 8,7, ну, короче, почти 9 миллиардов на этот год. Так подождите, если все сворачивают, и у нас теперь план Б по Зеленскому, тут возникает два вопроса. Они откровенные. Вопрос первый. А что, мы готовы, да, воевать 26-й год?
Все нормально у нас с инфраструктурой, с людьми, с военными, с вооружением, с денежкой. То есть 120 миллиардов будет на следующий год. Получается вот такая вот история. Ну и второй откровенный вопрос. Так погодите, если все-таки план Б, окей, ну тогда что, опять закрывать границы для 18-22-летних, понижать возраст мобилизации, звать женщин? Ну а как и чем воевать? Александр, вы задали вопрос, в котором уже несколько линий ответа, будем говорить. Смотрите, первое. По поводу педуации. Вот эти все педуации, слащавые мальчики и томные худосочные девочки, окрашенные в зеленый цвет и облачены в звание «зеленый гнид», они будут бегать по экранам помоек своих, по иностранным СМИ, по своим собственным площадкам, с трибуны Верховного Совета, и будут говорить: критически не хватает, критически надо. Ну, уже Ну, бегают. Уже тут с, Ну, да, с конечно, Нафтогаза да. пришел Вашингтон-Пост, говорит, ой, Да. беда, 42% газодобычи уничтожено, все, там, Да, спасайтесь. поэтому дайте ЛВ, дайте ЛВ, дайте ЛВ. Потому что надо что-то пилить, надо что-то звездить, надо... Ну, процесс должен продолжаться, не только воевать. Надо содержать эту махину зеленых гнид, которые на фронт не идут, а понимаете, да, вот. Значит, это один аспект. Второй аспект. Под прикрытием того, что не хватает денег, а воевать надо, враг наступает, начинается распродажа всего и вся. Распродажа не просто, распродажа стратегических вещей. Одесский припортовый завод один из 3 активов, который имеет не только экономическое, но и геополитическое значение, потому что по факту это предприятие есть еще и транзитером российского аммиака для перевалки и продажи. И при правильном использовании дает возможность Россия-Запад, Россия-Глобальный Юг быть посредником, ну, в этой всей истории. Это предприятие продается, уже есть покупатель, его никто с аукциона не продает, нам показывают фиксы. Покупатель агроолигарх Андрей Веревский, он уже внес даже 50 тысяч в конце прошлой, 50 миллионов, необходимых для торгов в конце прошлой недели. Сегодня-завтра заходит технический и финансовый аудит от него на предприятии, и они готовы к торгам, он единственный участник, так как в истории за ГХК. Один шаг, продали, все. Денег у Веревского операционных для покупки нету. Деньги – это деньги компаний, аффилированных к Миндичу, то есть к Зеленскому. То есть по факту идет воровство геополитически экономического актива Зеленским и его семьей. Ну, будем так говорить. И ближайшим окружением. Сопровождают это люди, которые в розыске. В розыске НАБУ, это Гмырин, Синиченко, вот эта вся компания. Сидят там в Эмиратах, одно в Штатах поймали, уже засадили. Сидит там с этой группы. Они сопровождают все. Никакой экологической экспертизы, ничего, что надо по закону, все по барабану. Время есть, надо украсть. Пока есть время, пока есть наступление, есть отмазка. Идет продажа за 120 миллионов. Александр, в 98-99 году за этот актив Игорь Валерьевич Коломойский, человек, который не переплатит никогда ничего и будет платить все минимально, это все знают, давал 1 200 000 000. Ну,
я дико извиняюсь, но не в 1000 раз подешевело. То есть идет грубое воровство. Грубое воровство актива. Это же не один, это мы говорим о стратегическом, о том, что на виду, о том, что я отслеживаю, я послезавтра буду там и с американцами видеться, и с коллегами, европейцами с прессы, буду поднимать этот вопрос, чтобы остановить воровство. Я прошу, кстати, заметить, а почему все молчат? У меня вот вопрос. По поводу Одессы, да? Да, вот почему молчит Петр Алексеевич Порошенко? Он же оппозиционер. Ну, за 3 копейки в базарный день, прикрываясь войной, воруют стратегическое госпредприятие, молчит. Молчит Юлия Владимировна Тимошенко. Ярослав Железняк, как язык затянул в зеленую попу Гетманцева. Ну, реально, ну, почему молчит? Притом там миноритарий Игорь Мазепа, ему там маленький, ну, кусочек акции, ну, его ж намахают тоже, ну, грубо говоря. Молчат. Почему молчит Алексей Гончаренко? Это же его город. Это же люди там работают. Молчат. Сговор какой-то. Молчат. Ну, ладно, марафон молчит. Ну, молчат блогеры, молчат журналисты. Ничего не происходит. Ну, вы что, издеваетесь? На глазах страны утягивают этот самый актив, один из самых дорогостоящих, и все молчат. Понимаете? То же самое, что вот бегает нефтегаз. То, что вы говорите, мечется. А с каким предприятием они через РНБО приостановили лицензии, остановили добычу, и предприятия просто не дают газ? Ну, потому что не имеют права добывать. Стоит оборудование, стоят вышки, люди есть, все есть. Не попало, не разбомбило, там где-то разбомбило, где-то нет, но есть объем, да? Но ему не дают работать. Ряд санкций. Ну, Это это против Онищенко, когда ввели санкции, у него были активы, Онищенко, да. Новинский, там, ну, там масса тех, кто, ну, в газодобыче ввели санкции. Онищенко один из самых крупных, качественных активов, который давал хороший объем газа. Ну, то есть, это, по мне, знаете, это знаете, что напоминает? Купил билет и пошел пешком на зло кондуктору. Или, например, вот, опять же, о санкциях. Последний пакетик. Лагун, Дельтабанк ввели санкции. Я дико извиняюсь. Есть уголовное дело, есть преследование, есть изъятие активов, ну, возможность двигаться по активам. Хоп, вводят санкции. Знаете зачем? Чтобы активы не очушивать. Теперь их нельзя очушивать. Санкции ввели на человека. То есть вот так санкции, вот так смотрим, а на вот эти вот так смотрим, а на эти, ну, то есть под прикрытием воплей Зеленского, зеленых педласых и тому подобное, дайте денег и тому подобное, идет грабеж остатков активов страны. На то же Нищенко ввели санкции. Почему? Потому что суд вернул на повторное рассмотрение уголовное дело, по которому он был осужден. Они уже потирали руки, что эти газовые активы будут у них, а тут бах. Нет, и они ввели санкции, думают, ну ладно, раз падла не отдаешь ни тебе, ни нам. Ввели санкции, торговались с рядом людей, не сторговались, получив фашистов гранату в виде уголовного дела. Понимаете? Ну, и это массовое явление. У нас в Лукьяновском СИЗО основные категории заключенных делятся на 2 части. Одна часть – это люди, у которых нет денег, и
они что-то совершили, им выставили заставу 10-20 тысяч долларов. Нету у них этих денег. Для многих это большие деньги, чтобы уплатить заставу. Вот поэтому они сидят. А вторая категория – это люди, у которых есть деньги, но которых посадили ограбить. Вот две основные категории в СИЗО. Игорь Владимирович, давайте вернемся к... Ну, там про газ поговорили, да, про заводы. Знаете, ну, понятно, что это все именем войны еще и хорошенько бьется, разрушается. Сейчас вот эту историю придумали, ну, как придумали. Много напускного, мы это четко отслеживаем. Значит, был удар по Форосу. Какая-то жирная цель, кого-то поразили, там 4 убитых, в общем, каким-то таким макаром. Прошлой ночью взрывы, там, Тарбунары были, в общем, россияне пишут, а это вам за Форос, там, мол, какие-то были натовцы, и вот это вот так вот это все преподносится, вот такие игры. Очень мудро вчера кто-то из подписчиков во время прямого эфира говорит, ну, это цирк. То есть мы вам, значит, вы, значит, бьете по нашим НПЗ, а мы вам выключаем свет или разбиваем там железнодорожную инфраструктуру. Не-не-не, так не воюют. То есть воюют, чтобы что? Достичь целей. Значит, эта подстанция или этот, ну, значит, он должен быть уничтожен, потому что так надо. Ну, то есть в соответствии с целями и задачами. А если нет, то это значит война такая, полный договорняк. Ну, это так люди думают, и они недалеки от истины, исходя из того, что, собственно, вы привели, какие примеры. У меня вопрос, важный вопрос. Вы, наверное, знаете такого деятеля Андрющенко. Значит, он был когда-то советником мэра Мариуполя, он очень активно распространяет информацию о территориях, которые там неподконтрольные, оккупированные территории. Значит, и тут он выходит и появляется в медиапространстве уже лично, то его как бы посты тиражируют еще, и выходит и какую-то очень интересную информацию нам преподносит. Значит, Украина могла бы огласить водное перемирие и помочь нашим гражданам в Донецке с водой, мол, ситуация катастрофическая. Значит, кроме того, что он экс-советник мэра, ему придумали некий центр. Внимание, я как бы смеялся гомерическим смехом. 4-й год войны, появляется центр изучения оккупации. И вот от имени этого центра он, собственно, и глаголит. Более того, приводит, вот я Форос вспомнил, не просто так, там же как сначала пустили слух, что в этом Форосе это там санаторий ФСБ, там какая-то сходка была, или там какое-то празднование чего-то, ресторан, спецзакрытие. Сальдо там был. Ну, потом как бы обломались, Сальдо был в Москве в это время, сейчас у Путина встречи с главами вот этих неподконтрольных Киеву регионов. Сегодня там с Луганской области, раньше был Сальдо. Он говорит... Сальдо, про Андрющенко про Сальдо. Говорит, вот постоянно Сальдо обращается к жителям подконтрольной Киеву части, да, области Херсонской, а он его слышит. Представляете, как бы там ни клеймили этого Сальдо, а он к людям обращается, люди его слышат. И проблема в том, что украинская власть, получается, к людям, которые на неподконтрольной территории, которая под Россией сейчас, она же к ним не обращается, и это, мол, проблема. С чего это вдруг такая риторика проявилась, как вы думаете? Ну, Александр, риторика абсолютно правильная, она должна была бы быть. И с людьми с оккупированных территорий, с нашими людьми общение надо было поддерживать, а не клеймить их с первого дня. Естественно, есть там и те, кто предали, но 98-9% это люди, которые оказались заручниками ситуации фактически, войны. И заложники войны, и клеймить их, нападать на них, лишать их чего-либо и так далее, это показывать остальной подконтрольной Украине, в первую очередь землякам, ихним, которые либо переселенцы, либо которые на неоккупированной части, что с вами будет то же самое, ну вот
и так далее. То есть риторика абсолютно правильна. У меня другое замечание. Господин Андрющенко, как и господин Бойко, тот не который Юрий, а который мэр Мариуполя, сбежали с города за сутки до войны. Все мариупольцы это знают. Мариупольская администрация городская существует по сегодняшний момент во главе с этим Бойко. Ездит по Франциям, другим локациям, что-то там строят, кривляются, деньги выделяют с бюджета им, они выделяют сами себе на покупку там стоматологических кабинетов, говорят, будем переселенцев лечить. Вот, я знаю, нас много смотрит время на переселенцев. Вот если кто с Мариуполя, напишите, кто в этих кабинетах зубы бесплатно делал. Вот, может я что-то не знаю, ошибаюсь, там на человека наговариваю. Вот. И, естественно, с уст Андрущенко для людей, которые остались там, это слова людей, которые их предали, которые их бросили, убежали. Потому что мэра избирали, это не глава администрации. Мэра община избирала. И мэр с общиной должен быть. И пример херсонских, мэров, он намного качественнее. В плену оказались, но оставались, могли убежать в Киев, в Запорожье то же самое, в Одессу, могли же, правильно, Николаев, в чем проблема? Они до последнего были со своими людьми. Поэтому эта ситуация демонстрирует для меня, что попытки использовать вот этих подручных людей, которые там оказались, которые выдают себя за каких-то экспертов по оккупированным территориям, потому что они там когда-то были советником мэра, который сбежал, или еще что-то. Но это не воспримется. Даже самая правильная риторика с уст этих людей воспринята не будет. Не будет. Потому что одно дело миф о мэре, который типа с подвала что-то рассказывал, и Андрющенко вещал об обороне Азовстали, вы помните, да, эти моменты? Этот миф, созданный телемарафоном, он луснул, потому что люди знают, сбежал. И я утверждаю, сбежал, знаю даже гостиницу в Запорожье, в которой сидел. Поэтому это все людям известно. Телемарафоны и промывка мозгов уже давно не работают. И подобные заявления, мягко говоря. Александр, хочу поговорить о другом. Это просто очень интересная тема в продолжении того, что вы сказали. Я просто офонарел. Город Калуш, Ивано-Франковской области. Бандерівський край. В лісі землянка на землянке упа. Схрон на схроне. И в Бандеревском краю первый организованный сопротивление ТЦК этим людоволам, которые занимаются бусификацией и все. Собрались молоді хлопцы, пришли, ТЦКунам надавали, як там в Бандерівському краї говорять, копняків під дупу. ТЦКшники насрали в штаны, грубо говоря, разбежались. Они выбили двери, забрали своих односельцев и ушли. Да, их сейчас ловят, да, там цей. Я думаю, может, вони там в Бандеровской землянке сидят где-то или схроне. Ничего удивительного, в этом не будет. Или уже перешли тропами, назад. Смысл не в них. Даже если их поймают, не в них.
если происходит это в так называемом Бандеровском крае, значит, дискредитация доходит, ну, уже до этого самого. И тут я вчера слышу интервью уважаемого мной свободовца, он воюет, Юрия Сиротюка, о том, что Украина проиграла Путину проиграла, внимание, внутренний фронт. И Путин победила его антимобилизационная линия. Потому что сказали, это не моя война, это там депутаты, это там то, это там все. Я хотел бы возразить Юрию, очень серьезно возразить. Ну, это же, наверное, Путин вывез детей его однопартийца, бывшего, еще нынешнего, я даже не знаю, Игоря Швайки, который в ТЦК там. Это Путин его детей в Бельгию вывез, а Швайки сказал, ты всех, кого вывозят детей, крысами назови. Ну, Путин. Это, наверное, Путин вывез детей Зеленского, детей Порошенко, детей Стефанчука, детей Умерова, детей предшественников Умерова, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это Путин все сделал. Я точно знаю. Это, наверное, Путин по 17 яйца продавал. И снаряды для ЗСУ в 2-3 раза дороже, это Путин закупал. И ильменит России с 2 месторождений продает через Чехию тоже Путин. А потом этот ильменит ракетами летит на головы украинцев. Это все Путин делает. Это Путин разворовал деньги на оборонительных сооружениях. Просто от желания тех, кто называет себя патриотами, националистами, видеть агрессора, но абсолютно закрыть глаза на тех, кто помогает агрессору, устроив страшный дерибан страны, грабеж страны, продажу страны, уничтожение народа. Ну вот как вот люди называют себя националистами, воюют за страну, в тылу народ превращают в афроукраинцев. Вы за это воюете? Вы воюете за то, чтобы с Бангладеша завозили по 300 тысяч? Ну, ребята, давайте, я четко понимаю, что победой в этой войне для Украины может быть только выжить стране и выжить народу. Зеленский, его зеленые гниды, как баранов ведут дальше на уничтожение. Начали с того, что и выборов уже не будет, а значит будет война дальше, черная зима, все. Они говорят, переживем, выстоим. Не, ну они-то выстоят, понятно. Нет, так может и переживем, и выстоим. Правда, неизвестно на каких рубежах, будем говорить. Но пока это все будет происходить, за спиной украинского народа не станет. Появятся афроукраинцы, или что-то подобное. И это уже не мифы о небесном Иерусалиме, или еще чем-то. Это реальность. Вот это реальность сегодняшнего дня. И то, что они бегают по телемарафонам и всем вот этим помойкам их, с этими мигрантами и всем, они готовят почву. Это очевидно. И у меня вопрос к патриотам, к националистам, тем, кто за Украину, украинскую, за украинский народ, за веру, за христианство, да, у меня вопрос. А вы не замечаете, что у вас за спиной это все просто стирают под ноль? И крупными, грубыми такими мазками
чуть ли не дерьмом рисуют новую реальность, где все растоптано, никакой веры православной. Ну, любой народ, любая нация – это мертвые, живые и нерожденные ее представители, связанные между собой кровно-духовной связью. Духовную разрывают, мы это каждый день видим, это вот на глазах, а кровную нам врут. Нам врут, что потерь нету. Погиб 1 человек, 2 человека. Потом обмен тел, нам 1000, мы 24. И скрываем это. Молчите. Скоро будут под роспись запрещать, ну, об этом говорить. Потом они понимают, что все-таки кладбища растут. Количество похоронов только увеличивается. Они выпускают очередную говорящую голову, которой в случае чего пожертвовать можно, Банковой, близкую к ним, завербованную после прилета в Чернигове, берлинскую. И она выдает страшную математику. Оказывается, у нас в день потери боевые потери составляют от 600 до 1000, смотря какой день. Те, кто не сможет в строй вернуться. И это, собственно, люди, которые сбежали в неизвестном направлении. Ну, их нет. Это даже не СССР в том классическом понимании, что мы говорили. А это сбежали, сдались, что они сделали. Ну, их нету, они испарились. Это страшные цифры. С 30 тысяч, кого ловят эти тыцикуны на улице, всего 10 попадают в боевые части. А 10 это выходит на 10 дней? И сколько выдержит народ? Когда Зеленский говорил на этой сходке со своими депутатами о тяжелых решениях, я сразу сказал после общения там с десятками из них, ни о каких мирных переговорах, уступках или еще он не идет. Тяжелое решение, которое он имел в виду, это всеобщая мобилизация, тотальная мобилизация. И есть еще, ну, опять-таки, снова, да, это непроверенная информация, понятно. Может и ПСО, у нас же все теперь и ПСО, да? И Ну то, да, что у вы нас же привели, Путин же все. да, и то, что вы привели в Калуше ситуацию, когда это не просто там на улице собрались женщины, мужчины, и как Это организованный повстанческий отряд. это конкретно они спланировали, ага, заходим сюда, врываемся, там все, выбиваем Даем двери. подсрачники, они обосрались, и мы дальше все. То есть это... Более того, я еще ж не знаю, может там половина ТЦК и в сговоре было. Что вы нам дайте подсрачников, мы забежим за бугор, а вы забирайте и валите. Мы же этого не знаем. Понимаете, Ну, тут очень... теперь выходит, что смотрите. зрада пришла, подождите, зрада пришла с Бандеровского края. И мы теперь возвращаемся к второй ситуации. Вы помните, я поднимал у вас в эфире вопрос. Говорю, не может кто-то дать внятный ответ, и никто его толком дать не может. Самое большое количество парафий УПЦ, которую обзывают там РПЦ, Московским патриархатом, как-то еще, находится на Волыни. В крае, где зародилась УПА. На Волыни, понимаете? Не на Харьковщине, на Слобожанщине, не на Полтавщине моей, не на Востоке, не на Юге. На Волыни. На Житомирщине и Волыни. Ровенщина, ну и Волынская область. Кто-то может ответить вменяемо, если это Московская церковь, ну, як бегают, да, кричат, то почему самое больше прихожан, ну, по парафии там, где прихожане, они же не сами по себе живут, в Бандеревском крае.
Что ж не Смотрите, так? ну, понятно, что тяжелое решение. Просто здесь расходится информация, что в ноябре месяце Зеленский полностью закроет границы. Полностью. То есть ни для кого. Я предупредил 2 недели назад, что это подразумевает железный занавес для всех. Тогда получается, как это, кровавую осень и черную зиму, все будут поп как попки, да, то есть и женщины, и мужчины находиться здесь под там, обстрелами, под всем остальным, и ну, будут рассказывать нам по телемарафону, что это правильно, это сплочение нации. Такая стратегия. Стратегия такая, она не будет работать, прорывы границы будут усиливаться, люди будут покидать, детей не смогут не выпускать, будут много, это вызовет много истерик, протестов, в том числе в Европе. Стратегия провальна. Но я хочу напомнить, помните, я вам когда-то рассказывал, это когда вот в Чернобыль прилетел этот дрон, который летел на Киев, а потом решил почему-то в 4-й энергоблок прилететь. Этот самый развернулся. Я вам рассказывал о пьянке Бухалове, смотрящих, подсматривающих за отраслями. У нас же такие должности вернулись, как раньше были, от власти. И вот они бухали, и там один говорит, какие выборы? Никаких выборов, ну мы видим, да, сейчас реализовывается эта стратегия. Мы будем воевать. Как бы тяжело ни было. Если надо, мы Киев сдадим, столицу перенесем, но воевать будем. А вообще, прилетела на Чернобыль, может и на Хмельницк прилететь. То есть прямо говорят о провокациях с ядеркой и тому подобное. Меня в этой всей истории, вот, Александр, честно, возмущает один серьезнейший вопрос. Я бы хотел на него получить ответ, но пока извольте. Почему бездействует НАБУ? Ведь на самом деле, имея пленки Миндича, все процессуальные трудности, связанные с арестами детективов, ну и тому подобное, можно решить очень просто. Заменить группу детективов, группу прокуроров, идти в суд, притом есть свой суд высший антикоррупционный, получать легализацию пленок, разрешение на следственные действия, на все, идти в парламент, выходить на трибуну, докладывать, включать, вся страна увидит, благо трансляцию возобновили. До вечера узурпатор, диктатор будет усунут в конституционный способ, будет исполняющий обязанности новый спикер, правительство национального единства, и будет шанс все закончить. Но они этого не делают. Как не гнобят этого Магомеда Расулова, других. Я уверен, сейчас готовится новая волна. Они этого не делают. И я понимаю, что там, может, они ждут отмашки с Вашингтона, там не до них. Там убили соратника, мы видели, Кирка, какая реакция в Америке. Там атака через признание Палестины. Ну, Там антифа теперь террористическая организация, да? Антифа, а Стармер кричит, мы сами будем решать, нам братьев, там это антифа. Хотя антифа только ж прикрывается названием антифашизма, а на самом деле мало чем отличается от отрядов СА раннего, ну, Адольфа. Ну, их действия на улицах американских городов, по крайней мере. Вот. Поэтому для меня непонятно, они их ведут на заклание, на БУИСАП, они что-то там мурчат, оправдываются и тому подобное. Я понимаю народ в апатии.
Но вы шли ж туда по призванию, вы же не просто народ. Вы наоборот шли этот народ от гидрокоррупции спасти, правильно, и так далее. Поэтому как-то соответствуйте. Больше никто не пойдет даже на картонный протест за вас, раз вы так себя ведете. Вас спасли для того, чтобы вы действовали, а вы бездействуете. Вот такая вот история. И это, ну, очень, очень серьезно бьет по многим вещам. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на Игоря Мосейчука, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете в комментариях. Я в завершении хочу, чтобы вы прокомментировали ситуацию вокруг Молдовы и Приднестровья. Значит, выходит бывший президент Молдовы, ну и оппозиционер Игорь Додон, и в материале The Point говорит о том, что если Санду останется у власти, то соросисты, ну он так их называет, у нас соросята, а они называют соросисты, заставят Санду напасть на Приднестровье, вместе с Зеленским там открыть второй фронт против России. Сама Санду говорит, что вышла с обращением, такая вся встревоженная, говорит, что если победят пророссийские, то тогда там будут брать Одессу со стороны Молдовы, и, в общем, вот так все будет выглядеть. А Дадон говорит, если мы победим, то зачем россиянам вторгаться к своим, да, и, собственно, ну, в общем, разбивает эту историю. На самом деле закручивается очень такая страшная, ну, страшная ситуация, когда Молдова сама по себе, да, все уже даже признали эффект Молдовы, да, голосуют за рубежом, те люди, получаются, они в реальной ментальной политической оккупации, которые живут внутри Молдовы. Почему? Потому что быстренько сварганили, подсчитали за счет разъехавшихся там в Румынию, в Европейский Союз. В общем, те, которые снаружи, указывают, как жить тем, которые внутри. И они бы уже давно поставили что-нибудь около пророссийского или промолдавского такого, ну, скажем так, из представителя власти, но не могут. Это фактическое, ну, скажем так, удержание власти извне. И те, и другие пугают войной. Одни сценарием войны с Приднестровьем, другие сценарием похода на Одессу в Украине. Как вы думаете, что из этого правда, а что из этого, ну, такой художественный политический домысел? Я думаю, для начала, я там на протяжении, я вижу эту истерию, притом с обоих сторон, но это политическая истерия, грубо говоря. Она выдержанная, она в тонах, но я ее воспринимаю как политическую истерию. Они понимают, что голоса колеблются, в том числе и за рубежом, и начинают истерить для того, чтобы выхватить последний, ну, вот это избиратель технология. А у нас истерика реально в Одессе. У нас одесситы, вот мне уже вторые сутки под этой информационной одной волной, второй волной пишут, звонят, Игорь Владимирович, что будет, как будет, все. И, значит, прямо сейчас совет даю. Вылейте ушат холодной воды себе на голову, можно льда добавить. Посмотрите и на Санду, и на Додона, и поймите, что ситуацию с нашей войной, с нашей трагедией, они используют в своих внутренних политических играх. Нету никакой угрозы с Молдовой. Нету. Нету. Просто ее нету. Ни одной, ни другой, никакой нету. В Приднестровье тот контингент российских войск, который есть, и тех, кто у них вольно наняты, ну, с приднестровцев, это потешное войско. Они одеты даже в обмундирование советской армии середины прошлого столетия. В кожухах стоят там, ну, на постах, когда холодно. Понимаете? Поэтому они ну, не могут не напасть,
Не это самое. Может ли втянуть Молдова с Зеленским в войну Приднестровья? Ну, я имею сомнение, что Санду прямо пойдет с Зеленским договариваться о войне в Приднестровье. Но то, что Зеленский, а точнее даже его зеленые гниды, которые теряют многое, могут развязать ради того, чтобы и денежку больше получить, и НАТО попробовать втянуть, ну, через Румынию. Такая опасность есть. Ну, реально надо это говорить. Но я думаю, что все же и НАТО, и Румыния, и страны заинтересованные, они предупреждают. Ну, не шалите, грубо говоря. Не шалите, нам вот сейчас не надо. Они не готовы к войне. То, что глобалисты намагаются нагнетать там в Европе, ну, румыны при всех моментах, они прекрасно понимают, что с них сейчас такие воины, ну, как этот самый. Поэтому, что касается молдаван, вот вы говорите, молдаване хотят там кого-то избрать, еще что-то, да их устраивает абсолютно и тот вариант, и этот вариант. Знаете почему? Да большинство молдаван, вот они летят, все с Молдовы выезжают как молдаване. Прилетают, допустим, в аэропорт Вены, это я рассказываю, мне родные оттуда слетают и рассказывают. И все достают с глубоких штанин паспортину Румынии. Понимаете? Предъявляют и уже в Евросоюз входят как румыны. Поэтому нужно ли стерегтись провокаций в Приднестровье? Нужно. Но угрозы какого-либо нападения, развязывания прямой нету. Это запугивание, это политический трюк с одной и с другой стороны в желании притянуть себе побольше голосов. Изменится ли что-то при победе Додона? В середине Молдовы – да. Изменится ли, если останется Санду? Нет. Они вот будут плыть тем же курсом в любом случае. Внутри должности поделят, больше там с Москвы денег затянут, еще что-то. Геополитически Молдова привязана уже к Румынии. Будет там Додон, будет там Санду. Вот эти штанины с паспортинами уже имеют место у большинства граждан Молдовы. Это я вижу, сталкиваясь с ними, вот когда они прилетают, ну, вы понимаете, то есть все. Это уже история через раздачу паспортов Румынии молдаванам, история пребывания будущего когда-то возможного или кандидатства Молдовы в Евросоюз решена. Почему? Потому что вот они, граждане, ну, понимаете, да, они уже имеют паспортину. Все. Поэтому истерить по поводу слов Додона или слов Санду одесситам не стоит. Лучше поберечь себя и семьи во время обстрелов, поберечь себя и семьи от людоловов, которые сейчас, как мне сказали, с других регионов едут, ну, на Одессу. А выборы пройдут в Молдове, все устаканится, приедут снова с Бессарабии помидорчики Микада на привоз и все остальное. Главное, чтобы привоз целый остался. Игорь Васильчук был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо нашим зрителям, друзья. Будет вам счастье, будет всем нам мир, и будем жить. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.